Всем привет, друзья! Мы очередной раз расконсервируем нашу дачу. И сейчас я вам расскажу про одну вещь, про которую я сам, если честно, забыл, забил и не делал много лет, даже с того момента, как поставил насос. И вы, наверное, забываете. А на самом деле забывать нехорошо. Поэтому давайте я вам сейчас покажу, что нужно делать каждый раз при расконсервации колодца с насосом. Короче, у нас там получается внизу, в самом конце шланга, висит обратный клапан с фильтром. Этот фильтр, по идее, надо чистить, потому что там набивается грязюка всякая, начинает тухнуть. И, во-первых, и насосу тяжелее работать, раз. И вообще, в общем, у вас в вашу водопроводную воду попадает всякая какашка. Поэтому сейчас давайте с вами поставим эксперимент, сколько грязи накопилось на том фильтре. Я его еще не доставал. Сколько грязи накопилось на фильтре, за сколько лет? За 5, да, наверное? Да, за 5 лет с того момента, как мы поставили насос, вы можете промотать, посмотреть дату сегодняшнего видоса. И можете промотать, посмотреть дату того видоса, где я в первый раз устанавливал вот этот насос СВД 160 назывался видосик. Ссылочка будет здесь. Вот, давайте. Короче, у нас сейчас задача извлечь шланг и посмотреть. Ой, извини, мы это будем пить? Да. Господи. Мы это пить не хотим. Господи, Иосиф Мария. Фу, я и говорю фу. Подожди. Фу. Фу-фу-фу, подожди, надо будет еще шланг помыть. Чем? Фу, отвратительно. Нет, ладно, хоть не воняет еще. Вот это у нас получается насос. Ну, кстати, вот насчет этого я, конечно, зря, наверное, ругался. Смотрите, сеточка чистая, ни грязи, ничего нет. Ладно, ложная тревога. Короче, тогда вывод такой. Хотя нет, все равно там есть какая-то говняшка. Вывод такой. Короче, надо чистить все равно иногда, хотя бы. Но как минимум шланг, посмотрите, в каком состоянии шланг сейчас лежит. Это он у нас в воде находился 5 лет. Сейчас мы возьмем тряпочку, протрем его аккуратно и будем засовывать обратно. И после этого уже будем расконсервировать насос. Ну, как всегда получается. В гидроаккумулятор накачаем немножко давление. Запустим насос, запустим всю воду. Будем снимать про это дело. Наверное, смысла нет. Поэтому вы посмотрите предыдущие видосы про этот насос. Скорее всего, будет также без приключений. Давайте с самого начала пойдем посмотрим, в каком состоянии клапан. Так, ну клапан более-менее чистенький. Сейчас я его так не разберу. Но там мусора нету. Судя по всему, работает сейчас. Просто сполоснем водички. Ладно. Я думаю, что клапан тут в ужасном состоянии. Оказывается, клапан вообще в самом идеальном состоянии по сравнению со всем остальным, блин. Так, я предлагаю, знаешь, как делать? Чистить и сразу туда его. Ну да. Чтобы на землю не класть его. Как тебе такое предложение? Отлично. Тело туда вколотится. Фу, как отвратительно. Так, ну ладно, клапан ставим на место. Потихонечку будем отмывать. Так. Ну да, такая желтенькая штучка, на какашку похожа. Вот, отвратительно. Вот такой вот должен был быть цвет у шланга изначально. Вон там
Кошмар. Господи, что это? Ну, это, скорее всего, ил, бактерии, всякая такая фигня, да? На запах, кстати, вообще ничем не пахнет. Вот поэтому, возможно, мы даже и не заметили. Кто знает, что за фигня это, в общем, напишите в комментах. Может, нельзя пить вообще? Надо Может- анализ сделать. Кстати, да, мы же хотели анализ сделать. Тут что-то в колодец уже питьевой что-то неохота, да, засовывать такую какашку. А вот что значит сразу же достали? Хорошо, что достали. А мы так вот и не знали. Так. Фу. Ладно, что. Колодец, холодненькая водичка такая, бы еще ручки мерзнут. Фу, да, как отвратительно. Какая, говорит, отвратительная рожа. Но еще раз вам момент такой скажу, что мы, во-первых, поменяем этот насос на другой, который будет погружной, внизу стоять. И мы поменяем еще на инверторное управление. Вот это релейное управление, которое сейчас у нас стоит, мы поменяем на инверторное. То есть он будет еще плавно регулировать давление. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Короче, у нас случилось несчастье. Стал ставить насос, и смотрите, он зиму у нас не пережил. То ли вода внутри осталась, то ли... Ну, воды не оставалось внутри, я ее реально слил. Короче, у нас с турбины насоса СВД-160 отломался вот этот кончик. Соответственно, герметичность она организовать не может. И все, пипец. Но у нас есть купленный насос вот такой. На самом деле, когда я покупал насос СВД-160, я понимал, что это вообще временная мера. Вот, и у меня по планам было вот ставить типа такого что-то. Поэтому он уже был купленный, лежал в кладовке. Вот, сейчас будем его ставить. Проблема сейчас в чем? Проблема в том, что я был не готов